Всем привет, дорогие друзья! После выпуска 12 самых больших мотардов, кто не смотрел, ссылка будет в описании, я решил продолжить и выпустить вторую часть про мотарды с двигателями от 700 и до 400 кубических сантиметров. Потом я соединю обе части в один полноценный выпуск. Однако начать я хочу с двух мотоциклов, о которых я забыл упомянуть в первом видео. Первый — это Husqvarna Nuda 900. Мотоцикл был выпущен компанией в 2011 году после ее поглощения BMW. Поэтому здесь за основу взят мотор от BMW F800R, которому инженеры накидали дополнительные 100 кубических сантиметров. В итоге 898-кубовая рядная двойка стала выдавать 105 лошадиных сил и 100 ньютон-метров крутящего момента. Максимальная скорость 220 км в час. Сниженная масса мотоцикла 195 кг. Бак вмещает 13 литров топлива. Высота по седлу 870 мм. Ход подвески 210 мм спереди и 180 мм сзади. Второй — это новинка 2024 года Ducati Hypermotard 698, которая станет прямым конкурентом 690 SMC-R от KTM и его родственниками, как Husqvarna 701 Supermoto и GazGaz SM700. Чтобы соответствовать своему имиджу производительных мотоциклов, Ducati пошла на самый логичный технический шаг. Взяла великолепный 1299-кубовый двигатель от Panigale V2 и отрезала передний цилиндр, чтобы получить непревзойденную 659-кубовую одностволку, которая выдает 77,5 лошадиных сил при 9750 оборотах в минуту и 63 ньютон-метра крутящего момента на 8000. Однако по заявлению производителя мощность можно легко поднять до 85 лошадиных сил, благодаря прямоточному выхлопу Treminioni, и это при сниженной массе в 162 кг. Появление Ducati Hypermotard 698 у дилеров ожидается в начале 2024 года по цене за базу около $13 тысяч. Yamaha XT660X производился с 2004 по 2014 год. Он построен на базе эндуро Yamaha XT660R, отличаясь от него колесами, подвесками и тормозами. Тот же одноцилиндровый двигатель объемом 659 кубических сантиметров выдает 48 лошадиных сил и 60 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает 5 секунд. Максимальная скорость 160 км в час. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 186 кг. Бак вмещает 15 литров топлива. Высота по седлу 870 мм. Дорожный просвет 205 мм. Ход подвески 200 мм спереди и 190 мм сзади. Honda FMX 650. Модель была представлена в 2005 году, однако производилась она всего 2 года. Сердцем для Honda FMX 650 стал одноцилиндровый мотор объемом 644 кубических сантиметра воздушного охлаждения, который устанавливался на мотоцикл Honda NX 650 Dominator. Данный мотор для своего объема показывал весьма посредственные технические характеристики, выдавая всего 38 лошадиных сил и 52 ньютон-метра крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 163 кг. Разгон от 0 до сотни занимает около 6 секунд. Максимальная скорость 150 км в час. Хода подвесок 218 мм спереди и 186 мм сзади. Высота по седлу 875 мм.
Husqvarna SMR 630. Этот мотор появился в 2011 году. Он оснащается одноцилиндровым двигателем объемом 600 кубических сантиметров, который выдает 63 лошадиные силы. В боевом состоянии SMR 630 весит всего 148 кг. Бак вмещает 12 литров топлива. Мотоцикл имеет довольно большие хода подвесок, спереди 250 мм, сзади 280 мм. Высота по седлу тоже не маленькая и составляет 910 мм. Дорожный просвет 240 мм. Husqvarna SMR 511 был также представлен в 2011 году. Так как с 2007 года компанией Husqvarna владел концерн BMW, то SMR 511 досталась силовая установка от Enduro BMW G450X, производимая на тайваньском заводе Kymco. Это одноцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, которому повысили объем до 477 кубических сантиметров. После этого он стал выдавать 45 лошадиных сил. При этом сухая масса мотоцикла всего 118 кг. Бак вмещает 8,5 литров топлива. Подвеска имеет ход 250 мм спереди и 290 мм сзади. Высота по седлу 915 мм. KTM 450 SMR. Настоящий супермото от KTM с превосходным соотношением мощность к массе основан на гоночной кроссовой модели KTM 450 SXF. 449-кубовая одностволка выдает 63 лошадиные силы, при том, что сухая масса мотоцикла всего 102 кг, из которых 27 кг весит сам двигатель. Миниатюрный бак вмещает 7 литров топлива. Хода подвесок серьезные, 285 мм спереди и 266 мм сзади. Высота по седлу 890 мм. Дорожный просвет 290 мм. Цена на официальном сайте 12 400 евро. Husqvarna FS 450, который построен на флагманской кроссовой модели Husqvarna FC 450. И это практически полный, но более дорогой двойник KTM 450 SMR. Сам мотоцикл получился немного тяжелее, чем оригинал, сухая масса 106,7 кг. Цена на официальном сайте не указана, в других источниках она составляет от 13,5 тысяч евро. Husqvarna SMR 449, который, как и SMR 511, появился в 2011 году. Он также оснащался силовой установкой от Enduro BMW G450X, но в неизменном виде, которая выдавала 40 лошадиных сил и 43 Нм крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 118 кг, бак вмещает 9,2 литра топлива. Подвеска имеет ход 250 мм спереди и 290 мм сзади. Высота по седлу 870 мм, дорожный просвет 270 мм. Suzuki DRZ400SM. Этот мотор создан на основе Enduro DRZ400S. Он оснащается 398-кубовым одноцилиндровым двигателем жидкостного охлаждения, который выдает 40 лошадиных сил и 39 Нм крутящего момента.
Разгон от 0 до сотни 5,5 секунд, максимальная скорость 150 км в час. Снаряженная масса мотоцикла 147 кг, бак вмещает 10 литров топлива, высота по седлу 890 мм, клиренс составляет 260 мм. В Японии DRZ 400SM не продается, а в США, например, за него просят $7800. Husqvarna SM400R. Эта модель появилась на рынке в 2002 году. Одноцилиндровый 399-кубовый двигатель выдает 34 лошадиные силы и 40 ньютон-метров крутящего момента. В сухом состоянии мотоцикл весит 117 кг, бак вмещает 8 литров топлива, высота по седлу 850 мм, дорожный просвет 325 мм. Хода подвеса, к сожалению, не указан. В 2005 году на внутренний японский рынок компания Honda на базе Enduro XR400R выпустила модель заводского мотарда Honda XR400 Motard, которая получила целый ряд технических отличий. Больше всего в глаза бросается, конечно же, подвеска. XR400 Motard получила регулируемую 43 мм вилку перевернутого типа, ход которой уменьшился с 280 до 245 мм. Ход задней подвески сократился с 300 до 210 мм. Двигатель XR400 Motard потерял 4 лошадиные силы и 1 ньютон-метр крутящего момента в сравнении с XR400R. И теперь это 30 лошадиных сил и 32 ньютон-метра. Кроме того, мотоцикл стал на 10 кг тяжелее, 145 против 135, бак вмещает 9,7 литра топлива. Ну и так, в довесок заканчивает выпуск электрический мотард Zero FXE. Мощность его электродвигателя составляет 46 лошадиных сил и аж 106 ньютон-метров крутящего момента, что весьма внушительно при снаряженной массе в 135 кг. Разгон до 100 производитель не указал. Максимальная скорость 137 км в час. Максимальный запас хода в городе составляет 165 км. Однако по шоссе, где практически полностью отсутствует рекуперация, мотоцикл проедет только 65 км. Полная зарядка блока аккумуляторов емкостью 7,2 кВт-час от обычной зарядки составляет 9 часов. С помощью зарядного устройства 4 часа. Цена на официальном сайте $13 000.